Привет тебе, мой дорогой друг. Приглашаю тебя отправиться со мной в мое самое большое путешествие, которое я делал когда-либо в этой жизни. Нас с тобой будут ждать огромные расстояния, пройденные на велосипеде. Да, именно на нем. Я любитель прокатиться куда-нибудь туда, где я еще не был. Прочувствовать на себе, каково это быть наедине с самим собой. Где-нибудь там, где вокруг практически нету никого и ничего. Увидеть наш прекрасный мир, ощутить изменения климата, природы, часовых поясов. На моем пути будет снег, дождь, жара и много чего еще. Первоначальная цель это, конечно же, жить и чувствовать, что ты живой. Выйти из так популярного слова «зона комфорта» и создать самому по возможности свой комфорт всюду и каждый день. Бросить вызов этой всей поглощающей рутине дом-работа и отправиться туда, где я еще не был. Воистину человек чувствует, что он живой только тогда, когда он покидает блага цивилизации и берет ее кусочек, небольшой совсем вместе с собой, в виде походного снаряжения, гаджетов и прочих мелочей. Вторая цель это, конечно же, люди. В этом путешествии я встречу невероятное количество хороших людей, моих единомышленников, соратников, таких же, как и я, велопутешественников и не только. Это будут незабываемые встречи. И каждая встреча это отдельная история человека, что его сподвигнуло на это дело, почему он так же, как и я, решил бросить вызов этой рутине. Это будут неожиданные встречи, истории, делением опыта, советов, рассказов о пройденных маршрутах. Конечно же, будут встречи с нашими старшими братьями на мотоциклах, людей, которые путешествуют на машинах и много чего еще. Ну а сперва, прежде чем начать наше кино, давайте я расскажу, кто я такой. Меня зовут Данил, на данный момент мне 37 лет. Свой путь путешествий я обязан, конечно же, своим родителям, без которых меня бы и на свете вовсе не было. Большое вам спасибо, мои мама и папа. А тот человек, который в детстве меня познакомил, что это такое походы и путешествия, это тренер по боксу, дядя Зинур. Школьниками мы с братом ходили в его секцию, и оттуда, наверное, и появилась любовь к природе. Частенько летом, в каникулы, мы отправлялись в далекие края. Палатки, походная еда, игра на гитаре у костра. А вот мой первый велодальняк. Вот он я, стою со своим велосипедом школьник, а по левую руку от меня дядя Зинур. Мы в тот день ездили на гору Волчиха, и для меня это было невероятное приключение. Помню, как смотрел карту, куда мы поедем, представлял себе, как мы будем на гору лезть. Я был счастлив в предвкушении всего этого. Хочу выразить ему большое человеческое спасибо. Ну, на этом я закончил вступление и пора начинать. Поехали. Первый километр пройден, пошел второй. Все, последние домики, пригород города. Ну, пока город. Вот мы на трассе практически. Всех приветствую. Ну что, время рассказать, куда я собрался ехать, собственно. Все, из города я выехал. Это табличка город Первоуральск. Собрал велик. Выехал очень-очень поздно. Блин, где-то, наверное, 12:30. Собирался 2 дня. Ну, что-то так не торопясь, не спеша. Ну, что 2 дня собирался? Я, получается, в отсыпной начал собираться. Выходной, это был вчера, собирался. И сегодня мне надо было бы на работу, но я уволился. Да, пора путешествовать. Зимой надо работать, а летом путешествовать. Я так всеми говорил. Сегодня 7 мая. Отличная погода, немного ветрено, прохладно, ну, что-то градусов 15, наверное. И сегодня у меня день рождения. Да, я себе устроил такой подарок. Путешествие на день рождения. Я вообще не думал, что так получится. Я думал, ну, в начале мая как-нибудь поеду. А так все совпало с эти праздничные майские дни, прочее, увольнение
в определенный день. Вот, собственно, да. Устроил я себе подарок на день рождения, велопутешествие. Ну что, собственно, едем. Велик. Про велик, конечно, есть что рассказать, потом буду рассказывать. Но сейчас надо доехать до Йобурга. И основная задача это проехать этот Йобург. Не люблю я в нем ездить, это же мегаполис, это все-таки как-никак столица Урала. Воду надо будет раздобыть. Я не стал с собой везти воду, фляжки полностью пустые. Ну, воды да я немного взял вот здесь. Ну все, собственно, я уже город проехал. Эта трасса идет на трассу основную федеральную. В общем, погнали, приключения начинаются. Так, ну вот, собственно, мы из Европы в Азию заезжаем, да. Вот она, официальная Стелла. Ну, более официальная, там, метров 200 через лес туда, если идти. Ну, по географически, где она расположена, типа там в учебниках, где вот это все рисуется. Это тоже, ну это тоже точно так. Ну все, ехали. А вот она и федералочка. Ну все, приключения начинаются с федеральной трассы. Ох, сколько их все будет, этих трасс федеральных-то. Ну все, вот они, первые метры по федералке. Екатеринбург впереди. А на улице-то, блин, не так уж-то и жарко. Хоть и градусник показывается 23. Но этого на солнце нагрелся. Ну реально где-то 15 градусов. Я уже думаю, куртку что ли одевать. Так. Свежо. Ну погода класс. У нас до этого все были дожди. Да хотя что я говорю. Через несколько дней опять дожди пойдут. А мы поперлись в путешествие. Да еще и в такое, ого, какое. Но лучше рано, чем поздно выезжать. Вот так скажем, да. Вот и ориентир, куда ветер дует. О, немного скину и в бок. Да, вам потом тоже можно посмотреть. В общем, я еду туда, а ветер вот туда дует. Вполне нормально, пойдет. А вот и первая речуха. Решетка. А сейчас решетка за решеткой. Да. А я уже это говорил, конечно. Вот она, первая остановка. Решил одеть куртку, а то, ну, ветрено. Вроде и не холодно, ну и как-то и не жарко. Что-то посередине. Особенно если ветер немного в бок дует, прямо чувствуется, что там прохладно. В общем, первая остановка, да. Ногам-то вообще нормально. Эти кроссовки водонепроницаемые. Я специально такие взял, чтобы, ну, дождь там будет, пофиг будет, чтобы ноги да сухие были. Но опять же, в жару в них это жарко будет ездить. Ну, если что, у меня там тапочки есть, да. Но в куртке другое дело. Ну, становится опять же жарко. Вот не поймешь, надо вот ловить эту золотую середину, чтобы и не жарко, и не холодно было. Вы смотрите, я встретил подписчика. Здорово. О, это друг Денис, вы его уже видели. Водоканал. Вторая остановка, где я остановился. Да, сколько этих остановок впереди еще будет? Ох-ох-ох, много. Кстати, ну, как так, сегодня же 7 мая. И вот смотрите, еще у нас как бы трава-то только-только начала расти. Она, ну вот реально, ну вот ну, настолько выросла, наверное. На березках только почки появляются. Так рано я еще никогда в путешествие не уезжал. Да. Посмотрел время, 2 часа, ну самое то пообедать реально. Взял хлеб, колбасу и рис. Блин, в рис я забыл положить майонез. Майонез у меня есть в сумках там.
Ну, это лазить далеко. Короче, ладно, так поедим и водичкой запьемся. Ну все, приятного аппетита мне и вам, если вы тоже кушаете. Вот можно по Кольцевой проехать и объехать Екатеринбург. Но мы прямо по центру прокатимся. Если ехать по Кольцевой, то километров на 5 больше получается. Так что, что нам эти лишние километры? Мы прямо по центру. Ну что, пока еду все по памяти. Как бы помню еще город. Ну как бы тут центральная улица, я в принципе знаю, как ехать. Это если куда-то там в дебри ехать или по определенному адресу, то там да. Без навигатора никуда. Ну вот на центр, на вокзал едем. В те края. Да, не было давно в Екатеринбурге. Вот этого здания я не помню. Небоскреб такой построили. Красивый. Реально, его очень быстро построили. Не было раньше его тут. Ну вот там уже слева сейчас стадион будет. А мы потом резко направо заворачиваем. Ну вот, собственно, и арена, где проводили чемпионат мира по футболу, когда в России было это все. Отгрохали с нуля, можно сказать, на навье. Ну сейчас до сих пор играют. Как бы стадион не простаивает. Но это мы сейчас выехали на одну из главных улиц. Там впереди Высоцкий небоскреб. Ельцин-центр тоже где-то. Ну и в общем нам в принципе все по этой главной улице. Все прямо-прямо и практически до трассы-то и выкатит. Да. Сакура. Ну, вроде на нее похоже. Ну то есть вишня обычно. Ну, либо боярышник какой-нибудь. Так, ну и все, по Йобургу едем. Уже половину проехали где-то, еще столько же. И хорошо по этой выделенной полосе для автобусов ехать. Ты едешь просто один, и как бы никто тебя не обгоняет, не мешает. Но автобусы спокойно обгоняют. Передушка. Ну тут мы к Перекрестку подъезжаем. Думаю, пора доставать карту и глядеть, куда дальше ехать-то. Как бы дорогу, да, я в принципе знаю, но лучше на всякий случай посмотреть, проверить. Карту можно было и не доставать, и не смотреть. Указатель вон где есть. Тюмень, направо. Если ходим направо. В общем, все стоят, а мы тут едем по выделенной своей полосе. Гранулированный асфальт кирпичиками. В общем, если там видно, вот там идет дорога под этим мостом. И по сути мне вот надо было на этот мост как-то попадать. Я там кружился, вертелся. Чё, кого, как ехать? Вот это пришел. Вроде здесь все как-то можно. Ну, собственно, вот этот и мост. Да. На трассу мы, конечно, сейчас не выкатим, поедем по тротуару. Так мне еще надо магазин ехать. У меня ж воды-то нету вот этих, пустые. Ну и так что-нибудь взять, перекусить, там, бананов, что-нибудь. Ну, фруктов каких-нибудь, да. Ну все, погнали. Заехал в Монетку. Короче, взял бананы, какие-то круассаны, 5-литрушку. И еще вот сюда. Будем отмечать. Но это уже когда на трассу выедем полностью. Отметим это дело. Ну тут уже все, вот трасса она пошла. Сейчас мне вот сюда и налево. Наконец-то выехали на трассу. Вон табличка Тюмень. Реально, задолбался по этому городу ехать. Все бы ничего, я все быстро проехал. Но где вот этот мост был, там капец. Я блудил туда-сюда, туда-сюда. И то в итоге пришлось подниматься с великом на эту подъем, на эту, блин, как его. На лесенку, эстакаду, да, чтобы заехать. А на машине как? Навигатор меня вел именно так, как, ну, я, как выбрана, да, машина, а там дороги нету нифига. Либо навигатор не обновился, или что. Ну, в общем, такие дела, да. Сейчас еду до заправки, там впереди будет Газпромовская вроде заправка.
в каком-то году из путешествия там останавливался, отдыхал. В этом году тоже остановимся. Ну, надо это, отзвониться. Мне звонили, много сообщений написали. Все-таки, как-никак, денюха, пишут там десятку сообщений. Я так вначале с утра пару сообщений ответил, то что, ну, типа, спасибо за поздравления, все такое. Отзвонился, ну, надо опять это повторить, там опять набежали эти сообщения. Так что все, до газпромовской заправки. И это, будем отвечать. Ага. А вот она и заправочка. Да, я помню. И когда там жара была, я брал мороженку и сидел в теньке. Сегодня не жарко. Почти домашние условия. Ну, блин, ну что, я уже решил все доесть. Что, осталось чуть-чуть немного риса до колбасы. Ну и пивасик. Празднуем, так сказать, выезд на трассу. Да. Что у нас время? Без 20 уже 5. Ну, часа еще 3 можно покрутить. А я что-то проехал где-то полтинник всего. Ну, я думаю, соточку, может, и нагоним сегодня, посмотрим вообще. Ну, ладно, все, кушаем и выезжаем. Да, хорошо тут ехать. Вот какая техничка. Ну, блин, она только вся грязная. На то она и техничка. Много камушков, грязи, пыли вон. Ну, я тут совсем вон с краю еду, нормалек. Да, скоро все зеленое будет. Пока только сосны зеленые. Вон уже набухают почки, листочки. Пеньков-то сколько. Раньше, походу, типа леса было. Спилили совсем недавно. Белоярский район. Значит, у нас это атомная станция Белоярская где-то тут рядом. Вот так вот проезжая, я некоторые места вспоминаю. Я здесь уже не раз ездил. И на велике, и на машине. А иногда смотришь эти места, будто вообще первый раз видишь. Вот такие дела, да. И вон это, самолет летит. Ну, на посадку в Кольцово. По правой стороне Кольцово. Ах, железная птица. У нас тоже птица. Железная, но только алюминиевая. Но самолет тоже из алюминия вроде авиационного сделан. Так что у нас почти одинаковые транспортные средства, только я по земле еду. А он вон летит. Планирует. Сейчас по весне должны быть реки полноводные. По сути, снег не так давно сошел. Вода еще есть, вода ходит. Да и как бы дождей хватает. Жары-то особо и не было еще. Весна так себе, не очень. О, какие поля красивые. Подготовили, вспахали, что-то садить будут. О, прямо до того горизонта все. О, находочка. Кепка. Кто-то потерял кепку. Те путешествия, когда я ездил, эти кепки валяются целыми кучами. Ну, прошлое путешествие, ну, наверное, кепок я 10 точно валяются вот так вот. Кто-нибудь, видимо, из машины высунется и все сдувает. Так, ну тут по правой стороне Косулина. Вот там храм виднеется. Вот мы доехали до разделения двух дорог. По сути, мне же надо в Новосибирск, Омск, Новосибирск. И это. По сути, до Новосибирска можно как ехать через Каменск-Уральский и через Тюмень. По километражу вообще одинаково получается. Ну, там
плюс-минус 10 километров это не километр, грубо говоря. Тем более, если кто-то на машине едет, ну и даже на велике это не особо ощутимо, когда такие большие расстояния. Первые попытки поехать в Казахстан, которая была провальная, я поехал направо, туда, через Каменск-Уральский, через Курган. В общем, да, через Курган. Во второй попытке я поехал через Тюмень. И все получилось. Как бы, по сути, мне без разницы. Можно поехать через Каменск-Уральский, можно поехать через Тюмень. Может, там получилось, не получилось, это так просто, ну, так сложилось. Но я хочу поехать все-таки через Тюмень. А когда уже буду возвращаться обратно, я хотел через Курган ехать. То есть, ну, чтобы кольцевой маршрут получился. И то маршрут он будет сходиться, ну, между Новосибирском и Омском, что ли, что-то такое. Ну, в общем, сколько-то километров там я смотрел, 500-600 я поеду по одному маршруту, то есть туда-обратно. А там, ну, весь маршрут будет это, кольцевой, да. Так что я поеду через Тюмень, 300 километров. Ну все, я уже сколько проехал, интересно. Время 6 часов, 17 градусов. Что там, 75, да, было? Да, 75. По сути, можно подкрутить до того же места доехать, и я первый раз ночевал. Ну, посмотрим вообще. Осталось фигня. Я в первый день, когда ехал через Тюмень, ну, прошлая поездка, я тоже что-то около сутки сделал, что-то. Так что посмотрим, либо на то же место приедем, либо поедем дальше. Пока погода позволяет. Да, вот эту надпись так надпись. Да, и слепой увидит. Какой-то гигантонизм. Да уж. Малобрусянское. Оно, кстати, довольно-таки большое. Малобрусянское это. Даже если ехать, например, на Каменск-Уральский, оно там тоже будет. И то есть и тут, и там трасса проходит через этот Малобрусянский. По сути, даже, наверное, воду можно эту было не покупать. В этом монетке-то, где я в Екатеринбурге останавливался, а где-нибудь здесь набрать. Ну, реально, вода вообще не уходит практически. Ну, за весь день, ну что, литр, может, ушел, и все. Пить особо неохота, потому что не жарко. А сейчас под вечер, да еще холоднее будет. Ну, главное, дождя нету. А это пофиг, жарко, не жарко. Когда на трассе вот так пятерочка, это милое дело. Заехать, но мне ничего не надо. Мы едем дальше. Проводов-то сколько. Помню эту шаурму. Я сюда заезжал. Ну, не шаверму брал, а этот самсу. 85 есть. А вот и остановочка. Ну, думаю, можно и отдохнуть немного. Поселок Гагарский. Ох, какие просторы, поля, красота. А здесь еще можно на Каменск ехать. Реально, вид такой, будто это осень сейчас. Или август, когда вот это все поспевает. Все такого цвета. Красиво. Мезенское. Вот мы и доехали. Что-то до моего того места, где я тогда ночевал, осталось, ну, километров 7-8.
посмотрим, может даже туда же и сейчас приедем, да и все. А что, оно и разведано место, там вроде даже было где посидеть. Так что, возможно, доедем. Ну, через 1,5 часа солнце сядет, вот в чем проблема еще. Так, ну соточка есть. Прозевала, конечно, хотел вот красиво, что циферки 99 и 100 переключилась. Ну ладно. Ну что, можно место под палатку искать. А вот тут что-то дома и дома. Этот Белоярский не думает заканчиваться. Что-то уж даже не знаю, ехать, не ехать на то место, где я был в прошлый раз. До туда еще километров 5 пилить. А уже солнце вот-вот сядет скоро. Надо же еще костерок развести, там покушать, приготовить, палатку поставить. Короче, делов еще мотаться. Так, ну тут можно на асбест свернуть. Так, тут можно свернуть на асбест и Рефтинский. Вот на Рефтинском я был, там это ГРЭС, там прикольно. Вода теплая, притеплая. Если даже сейчас туда приехать, там купаться можно. Вода теплющая от ГРЭСа. О, какая тень уже длинная. Ишь, какая речка, речишка. Ну, от нее прямо холодок такой веет. За метров за 150, наверное, прямо так прохладно стало. Ну, наконец, этот Белоярский закончился. Ну, вот мы и проехали, что, километр с небольшим. Да, значит, где-то я вот тогда Белоярский проехал и через километр остановился. Ну все, едем на то же место. Ну, он в том лесочке вроде, впереди, который справа. Где-то я там останавливался. Китай по-любому. Куда ж еще-то? Ну да, вот это место. Так, я тут съезжал по дорожке. И там направо. Ну, вот где-то у меня тут палатка вроде стояла. Там я костер сжег. Ну, палатку там мы же поставим. Уже проверено. И вот вроде я на этой штуке сидел. Да. Только она тогда была не такая гнилая. О, это костер тут вроде жег. Ну, все готово. Еда всякая там еще лежит. Ну что у нас сегодняшний результат? Проехали 105,85. 5 часов 40 минут ехали. Средняя 18,64. В принципе, неплохо для первого дня. Время 8:36. Ну, в 9 часов закат. Будет темень. Уже 11 градусов. Солнце туда ушло. И, кстати, в начале этого видео я же обновлял спидометр. Там было 115. Что эти за 115 километров? Эти 115 километров это то, вот сколько я, в принципе, вообще проехал на этом велосипеде в этом году. Ну, еще пятнашку надо добавить, потому что я тогда скинул. То есть 130 километров я всего лишь проехал на этом велосипеде, как собрал все. Ну, с обновленной трансмиссией и с прочим. И вот за эти 115 километров, ну 130, то есть, у меня произошел один сюрприз нежданный. И хорошо то, что он произошел именно тогда. В общем, у меня не переключалось, ну, переключатель не скидывался на маленькие звезды. Он клинил. Я думаю, что за фигня? Я думал, может уже переключатель сломался, что ли. Вот выезжать, думаю, что за фигня. Короче, смотрел, потом понял, это из-за тросиков. Я разобрал полностью тросик, отцепил. Тросик плохо ходил, он, видать, закисился за все эти, ну, за все время, что я ездил. Ладно, поменял тросик полностью. Ну, полностью взял тросик, тут поменял. И, кстати, этот тросик, который на переключатель, его укоротил, потому что он шибко сильно длинный был. Все нормально ездит.
все хорошо переключается. И чё? Ну и сегодня 100, уже получается 235 километров я на нем проехал, как его собрал. Надеюсь, больше сюрпризов таких всяких не будет, нежданчиков. Ну, я думаю, все хорошо будет. Седло. А оно, блин, я думаю, у меня завтра будет кое-что болеть. Задница будет болеть. Я же его еще особо не раскатал. Но вот выемки уже начали появляться. Это типа как Брукс, кожаная. Ну, это копия Брукса. Ну, оно вообще ничем не отличается. Все один в один. Кто-то даже говорит, это, мол, даже вот китайский Брукс даже лучше, чем оригинальный Брукс. Ну, по конструкции, вот, подтягиванию, натягиванию кожи, вот здесь, механизм вот этот. Ой, оно же, вот, вот, слышите, да? Ну, блин, дубовая кожа, да толстая. Ну, не знаю, ох, завтра у меня жопа болеть будет, наверное. Ну, в общем, все, пора разжигать костерчик. И у меня сегодня одна вкусняшка есть. Чуть попозже ее покажу. И, кстати, я так понял, это вот эти дрова, да, что лежат, это я их подготавливал еще в прошлый раз. Они так и лежат. Ну, что, собственно, их и будем использовать. Ну, надо еще сходить, пособирать, конечно. Ну и все, вот здесь будем костерчик жечь. Перестань, сейчас вспыхнуть хорошо должна. Чё, вот и мы сезон костров, можно сказать, открыли тоже. Конечно, противопожарная безопасность, все убрать, чтобы ничего не разошлось. И вот еще что у меня из новинок. Ну, это у меня дома, это давно она лежит. О! Котелок я решил взять. Я же в прошлые путешествия все говорил, вот бы такой котелок взять. А у меня он дома лежал, я как бы бывал дома, тоже готовил из него что-нибудь. Так что штука хорошая. Долго решался взять либо тот, который у меня был, либо этот. Но этот хорошо тем, что тут воды больше залазит. И вот прямо вот так вот можно ставить. Оп, и все. Ну все, ладно. Разжигаем костерчик. Кипятим воду для чайка. И еще у меня вон что есть с собой. У меня же как бы сегодня день рождения, и я решил взять это. Вон что. Оп, не то. Вот. Кублей, конина тушеная. Ну, у меня друг, ну и подписчик тоже прислал с Казахстана. А у меня 2 штуки дома осталось. Я все-таки взял 1 штуку с собой. Так что сегодня свой день рождения отметим с кублеем. Самая офигенная тушенка, что я ел когда-либо. Все, сейчас ее открываю на костерок. Он уже, кстати, горит. Надо воды налить. Ну все, попозже увидимся. Кстати, да, у меня еще с собой в этом путешествии новый ножик. Старый у меня приказал долго жить. Я им еще ничего не открывал. Тут даже такой есть блокиратор. Посмотрим, как он открывает. Ну, легко. Кублей, как же я тебя давно не ел. Я вот прямо... Ну, мне их зимой прислали. Как бы я вот до лета их хранил, эти кублеи. Что у нас тут? О, да. Суперски. Казахи умеют делать тушенку. Да, жалко, конечно, что у меня только она одна. Ну да ладно. Давай, пускай начинает греться потихоньку. Сюда. Водички. Ну, я только сегодня водички наливаем. Ну что, я думаю, для доширака, наверное, мне хватит столько воды. Да, хватит.
Ну вот, собственно, первые испытания котелка. Как бы, ну блин, дров, конечно, маловато, наверное. Ну вот, типа вот как-то вот так, что ли. Да, надо сейчас еще дрова обложить, а то это что-то маловато. Ну вот так, думаю, уже поинтереснее будет. Вот можно прямо, оп, тихо, не заливай. Прямо так поставить. Ну а контролировать, чтобы котелок, конечно, не улетел. А, тушенка уже вон бурлит. Так, надо ложку взять. Вот что надо. Так. О, да. Этот вкус. Я помню. Блин, если бы у нас реально кубле продавали в России, я бы только его выбирал. Божественный вкус. Да, круто. Вот такой бич-пакет заварю. Ну, как-то так. Ну что, вот уже стемнело, наверное, почти ничего не видно. В общем, вот такой первый день. Да, до Новосибирска я смотрел из дома 1600 километров. Это почти полмесяца ехать. Ну, главное начать, а оно дальше уже само пойдет. Вот там трассы видно, машины ездят. Да, место офигенное. Ну, конечно, когда я был летом, меня вообще не видно было, потому что тут все в зеленом было. А сейчас зато хорошо, то что комаров нету. Ну, еще даже вроде и клещей нету также. Ну, скоро комары пойдут, да. Ну и ночи сейчас холодные. Что-то смотрел. Ну, средняя 5 градусов ночь. Это нормально. У меня тоже новый спальник, так что не замерзну. О, луна. Я, кстати, ее когда еще днем ехал, видел. Сейчас она хорошо проявилась. В общем, все, на этом все. Кушаю, готовлю. Этап путешествия начат. Увидимся завтра. Да. Все, пока.